Ребят, всем привет! Я приветствую гостей и подписчиков канала. Меня зовут Ева Лехцер. Я продолжаю для вас серию раскладов, связанных с работой, бизнесом и реализацией. И сейчас буду поднимать такую для вас наболевшую тему: закрыть бизнес или оставить. Когда и кому нужно смотреть данный расклад? Если у вас все хорошо, то знаете, как не бередите душу. Я думаю, нет смысла это смотреть. Если у вас на протяжении последних 3-4 месяцев вы уходите не только в ноль, а в колоссальный минус, то здесь уже имеет смысл, знаете, как взвесить все за и против. Безусловно, у кого-то это может быть связано с социальной мировой ситуацией, да, допустим, война. Но если вы живете в спокойной стране и не хотелось бы все-таки, знаете, как отпускать свое детище, то давайте проанализируем, в чем проблема и все-таки что со всем этим делать. Так, у меня 8 вариантов. Ваша задача настроиться, выбрать предварительный вариант мысленно, либо настроиться интуитивно, или же выбрать уже аркан тогда, когда я выложу все карты на стол. Если у вас несколько видов деятельности, пожалуйста, вы можете выбрать несколько карт. Начнем с вами. Первое, что мы будем смотреть, в чем причина сложившейся ситуации, а дальше уже будем раскрывать и анализировать, что вам делать. Итак, в чем причина сложившейся ситуации по бизнесу у тех, кто выбрал первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой варианты. Начнем. Поэтому настраивайтесь, будем смотреть. Итак, для тех, кто у нас выбрал первый вариант. По пажу жезлов. Не обижайтесь, но здесь посредственность. То есть это, знаете, несмотря на то, что это вроде бы как карта любопытства, карта энергии, но посредственность во всем. То есть вы не делаете на максимум, вы не достигаете каких-то результатов. То есть вы не стремитесь к своему собственному развитию, обучению, либо развитию вашего персонала, если у вас таковой есть. То есть это такое, есть, держится на плаву, ну и хорошо. То есть нет стремления что-то поменять, либо внести какие-то реновации для того, чтобы это было в тренде. Давайте смотреть. Итак, стоит ли вам его оставить? Как показывают карты, здесь необходимо уходить в новое. Почему? Потому что дурак и восьмерка жезлов, здесь уже идет больше как и вопросы выгорания и стремления к чему-то новому, какому-то новому потенциалу. Для того, чтобы, знаете, как учесть ошибки прошлого и войти в ногу со временем. Но здесь, как показывают карты, опять может быть то же самое легкомысленное отношение. Поэтому, что вам здесь нужно сделать? Видите, у вас прям сама карта вышла, помощник бренда. То есть человек, который будет влюблен в эту деятельность, может быть, не так легкомысленно относиться к этой структуре, да, вы за это будете платить, но человек будет держать нос по ветру и, как следствие, грамотно руководить вашим делом, вашим детищем. Потому что у вас есть только желание «хочу», но нет возможности это делать. То есть нет этого «могу». Вы быстро эмоционально перегораете, понимаете, у вас не хватает здесь энергии. Поэтому здесь однозначно нужен помощник, администратор, либо человек, который будет заниматься этими вопросами. Для тех, кто у нас выбрал второй вариант, в чем причина? По шестерке кубков это, знаете, действует по старинке. Вот фактически, если тут легкомысленность, то тут нежелание меняться. Это, знаете, как может быть совдепия, как совковые какие-то методы работы, общения, выстраивания диалога с потенциальным покупателем, с потребителем. Вы не пытаетесь применять какие-то новые технологии, новые фишки, либо новые площадки для продвижения ваших товаров и услуг. То есть вот эта закалка под старину, она, к сожалению, убивает вас и ваше развитие. Смотрите, на вопрос, стоит ли оставить, только в том случае, если вы кардинальным образом все будете менять. Это реструктуризация. У вас, видите, суд – это возрождение, колесница – это продвигаться, но уходить от старого образа ведения вашего дела. Вот тогда ваше детище будет держаться на плаву и сможет дать хороший результат. Потому что, обратите внимание, здесь у вас карта исследований, комплексной проверки, преданность сфере интересов. Ну, то есть изучить конъюнктуру рынка. Спросить, что сейчас востребовано, что сейчас актуально, и пользоваться новыми методами работы
с целевой аудиторией. Не умеете это сами, привлекайте третьих лиц. Не знаю, там СММщики, пиарщики, рекламодатели, либо люди, которые занимаются подбором персонала для вашего коллектива, потому что здесь уже все, знаете, так закостенело и нет новой живой крови, нет движения. Так, для тех, кто у нас выбрал третий вариант. Но основная проблема по девятке кубков – это жить в кайф. Хочу – работаю, хочу – нет. Но это в основном самозанятые люди. Я могу вам сказать, так, ребят, так дело не пойдет. Любой бизнес, он требует системности, он требует отдачи, требует структуры. То есть даже если это у вас свое любимое дело, это должен быть ежедневный, кропотливый труд. Не знаю, какое количество часов, но не так, что вы день работаете, 3 отдыхаете. Вот это ваша основная проблема, ваш камень преткновения, о который вы запинаетесь. Давайте посмотрим. У вас здесь закрытая карта. Ну хорошо, даже так. Но на вопрос, стоит ли оставить, стоит. Любить свое дело и вкладываться в свое дело. Потому что здесь, если посмотреть, если этого вы не будете делать, то оно просто прогорит. То есть системность, регулярность в обязательном порядке. Ну вот хорошо, давайте так спрошу. Если все-таки поменяете свою концепцию, вот по 5 пентаклей, выход из кризиса, к чему придете? Проработки своих страхов. И по пажу кубков тогда сможете наладить взаимодействие здесь и контакт. И по-новому действительно подходить к своей работе. У вас даже, посмотрите, здесь карта туз данных. Точные выводы из хорошего тестирования, то есть анализ ваших действий, почему не давал какие-то результаты, продукты. Обратная связь, которая будет вдохновлять на изменения, то есть со своей целевой аудиторией, с вашими заказчиками, потребителями проводить постоянно какие-то опросы, анонимные, какие угодно. И постоянные усилия по обучению и анализу. То есть это работа на ежедневной основе, вот то, о чем я вам говорила. Без этого, к сожалению, никак. Иначе вы просто потеряете свое дело, свое детище. А вот если будете менять какие-то вот делать изменения, которые вам рекомендуют карты, то наконец-то сможете войти в баланс, в ресурс и в структуру. Для тех, кто у нас выбрал 4-й вариант. По повешенному я не могу сказать, что это ничего не делание, и вы не прикладываете усилий. Здесь повешенная императрица, могу сказать так, это было востребовано ранее. Сейчас дело, либо структура, ну, они себя изжили. Во-первых, высокая конкуренция, либо какие-то новые методы. Ну, допустим, если это косметология, то где-то это более продвинутые аппараты, там лазеры, либо новые методики. Даже если какая-то строительная техника, то у конкурентов это как более мощные машины, аппараты и прочее. То есть то, что происходит у вас, это уже, знаете, говорю, не востребовано. Вот в чем основная причина. Хорошо, что же тут? Что же тут делать? Ну, по 3 данных. Потеря, видите, которую нужно принять, изучить. То, что я вам сказала. Здесь имеет смысл все-таки его закрывать, чтобы сохранить то, что имеете, и как следствие либо вкладываться во что-то новое, либо просто вывести деньги, попытаться их сохранить. Хоть то, что осталось. Так, для тех, кто у нас выбрал 5-й вариант, это пребывание в иллюзиях. Кого хочу, не знаю. Кого знаю, не хочу. То есть вы сами не можете разобраться, чего вы хотите, как вы хотите. Постоянно быть или не быть, вот в чем вопрос. Вот эти вот терзания. Луна и король пентаклей зачастую указывают на сезонность бизнеса. То есть это может быть сфера туризма, это может быть... Мне сложно сейчас вспомнить абсолютно все какие-то виды сезонной деятельности. Не знаю, там сбор урожая, либо еще какие-то моменты. То есть из серии пару месяцев впахиваем, пару месяцев занимаемся, ну не то что бездельем, да, но живем на те ресурсы, которые мы накопили. Стоит ли вам оставаться в этой нише, в этой деятельности? Здесь карты по аркану жрец говорят о том, что нужно набираться опыта, новых знаний и вообще рекомендовано вкладываться в другую структуру, потому что на текущем этапе можете потерять здесь деньги. Ну вот видите, ну не зря так говорю, у вас падает карта, ну, она башня. Традиционно в традиционной колоде. Здесь слияние. То есть это сбой, это болезненная адаптация, это исчерпанный рост, неопределенное будущее. То есть на текущем этапе то, чем вы занимаетесь, оно будет неактуальным. Может быть непосредственно в вашем регионе, в вашем городе, там, в вашей стране. То есть, например, если вы занимались сферой туризма, сейчас это полностью прогореть, это кусать локти для того, чтобы
держаться на плаву, вам нужно это либо продавать, либо пытаться что-то подобное открывать в иных регионах. По-другому, к сожалению, здесь никак. Но это я вам просто привела как пример. Понятно, что это может быть сезонная работа, это не только сфера туризма, это может быть все что угодно. Ну, вот такие неутешительные здесь у нас новости. Так, что происходит у тех, кто у нас выбрал 6-й вариант по 6 мечей? К сожалению, у вас может быть, знаете, как отъезд, то есть невозможность продвигать либо руководить своим делом из-за переезда, отъезда, смены места жительства. То есть, потому что, видите, даже дно колоды 5 кубков, карта потерь. Но у вас, смотрите, здесь туз кубков и правосудие, это начинать абсолютно новое. Может быть, тоже вид деятельности, только в другой стране, в другом регионе. У вас снова, видите, падает карта переезда. Ну, давайте посмотрим здесь, проанализируем, что у нас. А, пусто, пустая карта, даже здесь анализировать нечего, видите? То есть пусто, здесь нет смысла, тут нужно уходить в новое, а тут нет смысла продолжать. Для тех, кто у нас выбрал 7-й вариант, по аркану смерть, карта, конечно, двояка. Она может быть говорить о полном крахе, невостребованности, так и о каком-то периоде трансформации, да, что что-то вы здесь можете менять в своей структуре, в своей нише, как следствие. Но здесь четко, смотрите, смерть, король кубков и жрец, это обучаться чему-то новому, то есть уходить в новую нишу. И тогда для вас это будет продуктивно, плодотворно, потому что данный вид деятельности, которым занимаетесь, он себя исчерпал. Видите, стратегическое планирование, умение смотреть вперед, возможности решения. То есть это однозначно новые начинания. Это не та деятельность, которой вы занимались ранее. У вас здесь вообще изменение ниши, в которой вы работали. Вот о чем здесь идет речь. Поэтому новые навыки, новые цели и обучение. Так, для тех, кто выбрал 8-й вариант. Сила. Что здесь? Ну, у вас в вашем случае это то, что нужно постоянно прикладывать массу усилий, постоянно контролировать каждую секунду. То есть, возможно, у вас даже нет персонала, на который можно опереться. То есть грамотного администратора, либо человека, которому вы будете делегировать свои полномочия. А вы, к сожалению, тоже не можете быть, так сказать, всегда на коне, всегда на подхвате. Так, из-за этого деятельность может быть заморожена. Вот чтобы этого не было, по влюбленным это новый соучредитель, новый партнер, либо новый наемный сотрудник, которому можно довериться, потому что текущий персонал не выполняет того уровня работ, который вам необходим. Вот видите, здесь 6 пентаклей, равный энергообмен. То есть либо соучредитель, который также внесет свою лепту и будет вытягивать этот бизнес, сами не справитесь. Еще раз, или меняете свой персонал, на которого делегируете большую часть возложенных полномочий, ну, то есть ответственности, или же соучредители, которые будут разделять вашу ношу. Ну и посмотрим. Консультанты. Полезная информация, стремление совершенствоваться, осторожное инвестирование. Видите, совместная деятельность. Консультанты. То есть, это больше акцент на том, что нужен иной персонал. Кадры решают все. И, к сожалению, в вашем случае они хромают, и как следствие из этого хромает ваш бизнес. В чем-то может терпеть крах. Не могу сказать, что крах, да. Но как минимум уходить в минус. Вот такая информация. Надеюсь, она для вас будет полезной. Выводы будут сделаны, и это поможет вам стабилизировать текущее положение вещей, либо избежать еще больших убытков для того, чтобы уйти в новое, светлое и стабильное будущее. Мои хорошие, искренне от всей души вам этого желаю. От вас жду обратной связи по прослушанному материалу, по полученной информации. Если есть еще какие-то темы относительно бизнеса, работы и реализации, вы мне пишите в комментариях. Буду стараться их просматривать для того, чтобы вы для себя закрыли насущные вопросы. От вас жду поддержки, лайков, продвижения, комментариев. Делитесь этим видео с друзьями, если оно для вас было полезным. Я же вас искренне благодарю за просмотр и до новых видео.